Ребята, всем привет! Сегодня у нас очередная серия про формулу Ростов R1. Это будет маленький гоночный болид. Делать его буду бескомпромиссно, с хороших легких материалов. Уже закуплен очень классный двигатель. Он почти новый. Движок от Yamaha R1 с крестообразным коленвалом. Звук будет просто огонь. Пока что вся пушка-гонка помещается вот здесь. Но как бы то ни было, дела быстро или медленно, но идут. Сериал, конечно, будет. Мое почтение, друзья. Видимо, Санта-Барбара отдохнет после того, как закончится этот проект. Потихоньку закупаю деталюхи разные. Вот уже есть такая вещь. Стоит, кстати, крайне недешево. Это дисковый дифференциал повышенного трения. Хочу сделать небольшой обзорчик на эту тему, разобрать его и показать, как он выглядит. Так что, возможно, скоро все это вы увидите на канале. Ну, если будет отклик, если вы, конечно, напишите комментарий, что это вам интересно. Также я буду здесь все облегчать, его я тоже буду облегчать. Он, видите, сколько весит. Целых 5,6 килограмм. Я думаю, килограммчик другой с него убрать точно можно, потому что он может переварить гораздо больше крутящего момента, чем будет у нас. Все-таки у нас будет мотоциклетный двигатель, и машинка будет весить не тонну, а я надеюсь гораздо меньше. Прикупил для экспериментов пару метров трубы диаметром 50 мм и 40 мм. Сплав АД-31. И хочу попробовать, подойдет ли он для рамы гоночного автомобиля. Из плюсов он обладает хорошей коррозийной стойкостью. То есть красить его не обязательно. Довольно-таки хорошо сваривается. Обладает средней прочностью. Конечно, прочность здесь не высшая. До Дюрали D16T ему далеко. Но Дюраль она не сваривается. Ее как-то клепать надо. А здесь можно просто сваркой создать раму. Классную легкую раму. А еще взял пластину для экспериментов. Ну, это на всякие уши крепления. Я уже понял, что она тонковатая, 5 мм. Гнется легко, вот одной рукой я могу согнуть ее. Видите? Не пойдет. Надо, наверное, раза в 2 толще. А то еще толще. Но сегодня, друзья, речь пойдет не об этом. Сегодня мы будем точить болты для тюнинга и облегчения двигателя. Есть у меня вот такой образец. И я хочу попробовать. Можно ли создать нечто подобное из титана? То есть полностью готовые болты с шестигранником внутренним, с резьбой. Будем точить из этого прута разными способами. Как минимум 2 способами попробуем сделать внутренний шестигранник. Думаю, будет интересно. Так что наливайте, ребята, чаек, берите бутерброды и присаживайтесь поудобнее. Давайте смотреть. Если дело хорошо пойдет, все получится, может быть, запланирую и на ходовку делать болты из титана. Первый вариант изготовления внутреннего шестигранника очень простой, я бы даже сказал грубый. Нам потребуется всего лишь вот это. Ну, а второй более тонкий и более технологичный. Но нам понадобится много чего. Вот это нам понадобится. Это... И самое главное вот это. Зажал центр в патрон. Он даже немножко вращается. И теперь моя задача его приварить к некоему основанию, которое будет крепиться в резцедержатель. Чтобы не портить сам центр, я возьму переходную втулочку и испорчу ее. Она с металлолома, не волнуйтесь. Таких много. Вообще хорошо бы перейти на какие-то свеженькие, новенькие. Потому что эти... Ой, ну вообще. На эти даже больно смотреть, если честно. Но зато они годятся под всякие такие приспособы. Вообще в идеале. Мне кажется, у каждого нормального токаря должна быть такая приспособа. Вот как она выглядит с этой стороны. Грубо говоря, это конус Морзе, приваренный к державке резца. Вон там сварка виднеется. Больше металла побоялся наваривать. Можно было вот столько же, сколько и в начале, наварить и здесь. Но получилось все очень точно, и я решил остановиться. Потому что металл может натянуть, и все.
точность может уйти. Снизу тоже немножечко поприхватывал. Ну, а как же не без этого? В общем, сюда, друзья, можно вставлять теперь разные приспособы. Самое первое и самое полезное, это, наверное, сверла. Вставлять и подавать их на подаче. То есть включать станок на подачу и уходить по своим делам, оно будет сверлиться само, как говорится. Но мне понадобился вращающийся центр, и уже очень скоро мы увидим для чего. Есть один неприятный момент. На центре это было незаметно, а здесь, так как сверло длиннее, чувствуется лучше. Короче, есть люфт, довольно-таки сильный, потому что повело при сварке. Будем поправлять, друзья. Есть такая штука у меня. Кстати, это подарок от друга. Женя, тебе привет большой. Вот смотрите, какая роскошь, ребята. Это развертка. 4-й конус Морзе. Я уже поправлял здесь пиноль в задней бабке. Были задиры в самом конце конуса. Я поправил разверткой, и теперь инструменты с конусом лучше туда становятся. Соответственно, и вот эту нашу приспособу мы сможем поправить сейчас. Смазал маслицом. Можно загонять. Развертка чистовая. Ей довольно-таки трудно что-то поправить. Только мелкие косяки. Но другой мы не имеем. Поэтому будем справляться. Думаю, все получится. Вот так это делается, ребят. Все просто. Металл отпустился. Потому что был сильный нагрев. Вроде бы видео про болты титановые, но я занимаюсь какой-то ерундой все видео. Так часто бывает. Хочешь что-то сделать, надо очень сильно подготовиться. Тяжело загонять коническую развертку. И чем оно ровнее, тем тяжелее. Думаю, для этого инструмента точности будет достаточно. Видно, что еще сама развертка неравномерно снимает металл. Где-то больше, где-то меньше. Видно, что там уже все белое. Все. Ничего не болтается. Ставил вращающийся центр, у которого вот этот кончик подлиннее. Теперь хочу сделать переходную втулку, чтобы насаживалось вот сюда, а с другого конца мы могли вставлять вот этот инструмент. И дальше вы увидите, как это работает. Пошла токарочка на канале, сверлю глубокое отверстие, как в масло идет. Росточка так не кисло пошла, жирная стружка идет. Мне нравится, хорошая пластина, видимо. Это же надо, а? Какой маленький резец и такая жирная стружка. Шок. Инструмент для изготовления внутреннего шестигранника уже готов. Имеем вращающийся центр с лыской. Лыска нужна, далее увидите для чего. Необходимо здесь хорошенько затянуть гужоном. В общем, когда дергать буду обратно, уже сделанное отверстие может закусить инструмент и вытянуть, если просто так наставку делать. Поэтому фиксирую, чтобы можно было удобно работать. Ну и здесь, собственно, сам уже шестигранный инструмент. Точно так же фиксирую гужоном. Самое главное, чтобы шестигранник вращался. Еще его нужно будет поставить под небольшим углом. Выберу оптимальный. И можно будет делать шестигранные отверстия, друзья. Порезал длинный титановый пруток. Отторцевал заготовочки. И еще нашел несколько коротких титановых прутков. И сейчас, друзья, буду перетирать вот это все дело в стружечку титановую и нарезать резьбу. Будем делать резьбовую часть. А потом, естественно, финишировать нашим суперинструментом. Буду применять методы конвейерной обработки по операциям. То есть сначала буду делать резьбу, чисто резьбу. Потом следующую операцию. Все это будет делаться с переворотами. Ну, в общем, посмотрим. Буду делать, естественно, как удобнее, как быстрее. Работы предстоит много, так что погнали!
Деталька маленькая, зрелищности, соответственно, здесь тоже маловато при токарной обработке. Но здесь важнее сам техпроцесс и сама по себе обработка титана. Видите, такая нехорошая стружечка пошла сразу. Предварительно выставил УЦИ, идет процесс. Болты 6-миллиметровые, то есть остается снять 1,5 миллиметра. Эх, наматывает жестко. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Второй чистовой уже идет полегче. Поприятней, стружечка красивая. На конце сделал фаску тем же самым резцом, обоими руками. Не стал использовать другой резец, потому что если постоянно менять резцы, у меня станок не обладает особой повторяемостью резцедержки, то надо будет постоянно вбивать новые значения в УЦИ. Дальше я беру и переворачиваю проток. Потому что отрезать я сразу заготовки тоже не могу, ибо надо переставлять резец. Ну а так я могу сделать с двух сторон довольно-таки много болтов сразу, ибо заготовок у меня прилично. Ну а потом, допустим, повторить все операции, если мне этих болтов будет недостаточно. Все, ребята, на часик-другой отключаюсь. Надо переделать все эти операции. Потом будем резать резьбу, посмотрим, как получается по титану. Плашки у меня обычные, что будет очень интересно. Такое количество я еще никогда не делал. 1-2 резьбы — это не десяток-двадцаток. Титан быстро тупит быстрорез, очень быстро. Заготовки под 14 болтов. Все. Теперь самое интересное. Будем нарезать резьбу обычными плашками. Я надеюсь, что они из быстрореза. Оборотики как можно меньше. Вот я думаю, так будет нормально. Обильно смазываю маслицем. Да, салом, конечно, лучше. Но у меня была смазка, похожая на сало, друзья. Но ее съели мыши, прогрызли банку и сожрали это мое машинное масло. Видно, там и правда было сало. Они подумали, что смогут кормиться им. Но не тут-то было. Пошел процесс, очень мягенько идет. Как видим, при таком способе плашка довольно-таки неплохо отцентровалась. Пока не обзавелся большим количеством резьбо-нарезных приспособ, практически везде использую вот это. Инструмент универсальный, под разные диаметры. И идеально подходит, но я не призываю, хочется, конечно, удобства. Вот эта штука неудобная. Но резьба вроде бы неплохая получается. Так что можно работать. Получается восхитительно, как по мне. Все, продолжаю в том же ключе нарезать все недостающие резьбы. Обратно можно немножко на больших оборотах выкручивать. Практически все резьбы получились просто удивительного качества. Но был момент, когда я начал гнать брак. Смотрите, как это выглядит. Это резьба с круглыми зубьями. Хорошо я вовремя заметил и, естественно, выявил причину. Делал это, кстати, советской плашкой. Но я ее ни в коем случае не ругаю, потому что перед этим нарезал около 5 резьб. И все было, в принципе, неплохо. Пока делал на маленьких оборотах. Именно поэтому я рекомендую очень маленькую скорость вращения шпинделя при нарезании резьбы. То есть даже вручную я могу быстрее пытаться нарезать, но по титану это не работает. То есть даже вот такие обороты, тоже в общем-то небольшие, уже гробят плашку, и она начинает нарезать круглую резьбу. Потом я, естественно, начал искать хорошие плашки и остановился на вот таких.
Остальные резьбы дорезал этим инструментом. Нашел в магазине тут рядышком и прикупил. Также я еще заказывал с AliExpress плашечки, но я их даже не смог накрутить на титан. То есть процесс нарезания резьбы не начинается. И еще покупал плашку фирмы Matrix в Leroy Merlin. Тоже дело далеко не пошло. Одну резьбу я нарезал, даже более-менее качественную, но если присмотреться, в конце уже пошло ухудшение резьбы. Ну а хорошим инструментом удалось нарезать довольно-таки большое количество. Это, кстати, ребята, не все, что вы видите. Я показываю лишь для примера. Болтов будет гораздо больше. Сейчас мы будем опять вставлять в станок и делать следующую операцию. Делать вот такие заготовочки. Предстоит токарная обработка под углом с помощью малой продольной подачи. Выставил на необходимый угол. Угол этот получается около 15 градусов. И вот так идет процесс незатейливо. Пока не получается наладить техпроцесс таким образом, чтобы стружка не наматывалась. Приходится постоянно с ней бороться. Ну, титан вещь такая, это частенько с ним бывает. Если бы был больше диаметр, может быть, можно было бы как-то что-то. Вот такие, друзья, детальки получаются. Желательно делать, чтобы эти юпочки были одинаковые, чтобы болтики получались одинаковые. Один в один. Наверное, добавлю сюда еще немножко заготовочек и будем делать оправку под долбание шестигранника. Ведь ради этого все и затевалось на самом деле. Сделал оправку по-быстрому. В общем, суть здесь такова. Закручиваю внутрь заготовку. А вынуть ее можно будет только с помощью уже изготовленного шестигранника. Перед тем, как делать шестигранное отверстие, нужно для начала сделать круглое. Подобрал диаметр 5 мм, отрезал центровку вандально, чтобы она могла войти в патрон. И теперь сразу буду и центровать, и просверливать. Выставил приспособу на небольшой угол и будем делать магию. Прижимаю маслицо и включаю станок. Видим, ротор вращается. Начинаю потихоньку задавливать. С усилием килограмм 15-20 начинает шестигранник входить внутрь круглого отверстия. Усилие довольно-таки приличное прикладываю. Может быть, повысить оборотики? О, так веселей пошло. Я там поставил предварительно риски. Суть метода, как вы уже, наверное, догадались, в том, что инструмент стоит под углом и воздействует только одной какой-то некой частью сектора, и инструмент постепенно внедряется в деталь. Без особого огромного давления. Все, дошло до рисок, можно вытаскивать. Оп! Самоизвлечение болта во всей своей красе. Вот что получается при таком методе изготовления. Есть некий небольшой люфт, но он и должен быть. Под таким углом вроде бы все красиво, да и глубина достаточная. Но то, что получилось внутри, мне не очень нравится. Будем исправлять. Я думаю, эту стружку,
которая образовалась при вдавливании шестигранника, мы легко высверлим центровкой. К сожалению, это дополнительная операция. Но куда деваться? Хочется, чтобы было как завод. Все, 5 секунд и готово. Теперь так. Так меня уже устраивает. Но видно, что можно было и поглубже всунуть шестигранник. Ну, это первый экземпляр, друзья. С первыми всегда непросто. В общем, плотность посадки можно регулировать углом. Чем он меньше, тем получается плотнее. А так он разбивает слегка. С каждым проходом рабочий инструмент немножечко изнашивается. И посадка становится все плотнее и плотнее на шестиграннике. Вот этот вот уже конкретно даже струсить нельзя никак. Но есть и хорошие новости. Детали почти закончились. А те, что готовые, я вам пока не покажу, потому что я там еще немножечко добавил. Сделал еще одну партию. Раз уж я вам обещал показать еще один метод, вот, собственно, для этого и оставил немножко деталей. Итак, друзья, второй способ. Я точно так же обработал отверстие. И теперь беру, вставляю обычный закаленный шестигранник в патрон. С целью вдавливания его в отверстие. Максимально жестко фиксирую заднюю бабку. Немножко густого маслица. И погнали загонять. Как видим, процесс идет. Да вот мы, собственно, и загнали. О, и даже выходит. Отлично. Не выходит. Не выходит. Патрончик не дает. О, подзажал сильнее. Вот видите, какая проблема получается. Не выходит. Это, конечно же, не беда. Мы сейчас все вытащим. Можно, конечно же, расшевелить тем или иным способом, что я и сделаю. Но сами видите, прессовый метод вот такой, немножко не совсем удобный. Хотя заходит хорошо, но выходит очень плохо. Но если однократно нужно сделать, я думаю, и такой метод подходит. Внутри у нас вот такая красота, в принципе, то же самое. Эти усы, стружку можно срезать. По-моему, это какое-то золото мотоциклиста. Как оказалось, болтов на моем двигателе сильно больше, чем я думал. То есть не только на крышках они стоят, а еще в самых разных укромных местах. Например, вот здесь, здесь, ну тут М5, тут мы еще подумаем. Ну и так далее. В общем, уже можно начинать менять. Но для начала хотелось бы выяснить, насколько кастомный титановый болт меньше весит, чем оригинальный. Так что сейчас выкручу один. О, он, кстати, легко пошел. И мы все взвесим. Железный весит 8 грамм, 8,3. Титановый весит 4,2. Грубо говоря, в 2 раза легче. Отлично. Того-то я и добивался. Теперь можно вот этот болтик вкрутить на свое законное место. Отлично, друзья. Процесс пошел. И так один за одним по очереди буду все перекручивать. Попутно можно заглушить экологию, полностью от нее избавиться. Все-таки как же приятно менять обычные черные болты на титан. Наверное, и на джиксере все болты поменяю. Что-то так мне это дело понравилось. Всего заменил вот такое количество болтов. Это уже болты из черного металла. Смотрим, сколько весят. 270 грамм. То есть облегчение у нас где-то 135 грамм всего лишь. Ну вот и все, друзья. Это было самое первое видео, в котором я не только показываю, а и что-то делаю по нашей маленькой машинке в Формуле 1.
Я надеюсь, в следующем видеоролике действие будет гораздо более серьезное, чем просто точение титановых болтов. Хотя, если честно, куда уж тут серьезнее. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, пробейте двоечку в колокол. Всем пока, до новых встреч!